Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Mintava корпус 2E Gaming Turbo G2057W. И это уже четвертая модель корпуса от бренда 2E Gaming, которая попадает ко мне на обзор. Предыдущие модели радовали своим качеством, функциональностью, комплектацией, а также адекватной ценой. Надеюсь, и этот корпус не станет исключением. В общем, давайте знакомиться с ним поближе. Начнем с габаритов, и они у данного корпуса с учетом всех выступающих частей такие: длина 423, ширина 210, высота 445 мм. Как вы заметили, в комплекте с корпусом поставляются 4 вентилятора. На передней панели закреплен один 200 мм пропеллер, на верхней 2 120 мм и еще один такой же на 120 мм закреплен на задней панели. Все они имеют яркую встроенную RGB подсветку и выполнены на гидравлическом подшипнике. Подключаются через стандартные трехпиновые коннекторы. Кабели у всех одинаковой длины, а именно 550 мм. Вентиляторы имеют полупрозрачную рамку, ее толщина стандартная, то есть 25 мм. Демпферов по углам не предусмотрено. Скорость вращения вентилятора в технических характеристиках не указана, но судя по тому, что показывает Риабас, у 120-ок максимальная скорость вращения находится в районе 1000 оборотов в минуту, а у 200-ки в районе 800. В комплекте с корпусом поставляется контроллер, который размещен на задней стенке поддона материнки. К блоку питания он подключается через разъем SATA. К контроллеру можно подключить до 4 вентиляторов со стандартными трехпиновыми разъемами, но он не умеет управлять скоростью их вращения, поэтому они всегда будут крутиться на максимальных оборотах. Учитывая то, что на максималках 120-ки крутятся тихо и их почти не слышно, а 200-ка получается достаточно шумноватой, то я бы именно 200-ку подсоединял бы не к контроллеру, а к материнской плате. И уже с помощью настроек в ее биосе снизил на ней обороты до акустически комфортного уровня. В таком случае можно будет обойтись без покупки отдельного Риабаса. Для подключения подсветки вентиляторов здесь имеется 4 разъема. Есть еще пара разъемов для светодиодных лент. Здесь предусмотрено два варианта управления режимами подсветки. При помощи кнопки LED с верхней панели, она подключается вот сюда, и с помощью совместимой материнской платы, для подключения к которой используется вот такой кабель-переходник длиной 600 мм. Чтобы переключить контроллер в режим синхронизации с материнкой, нужно удерживать нажатой кнопку LED на верхней панели кейса в течение 3 секунд. Для полного отключения подсветки нужно удерживать кнопку LED в течение 6 секунд. Чтобы вернуться в режим управления с контроллера, нужно просто один раз нажать на кнопку LED. С помощью материнки поддерживается управление через Gigabyte Fusion или Asus Aura Sync и аналогичные решения других производителей. По охлаждению в данном корпусе получается, что на задней части шасси корпуса здесь можно разместить один вентилятор на 120 мм или такого же размера радиатор СЖО. Для них присутствует возможность небольшой регулировки по высоте. Сверху поместятся только два 120 мм вентилятора. Место под радиатор СЖО или более крупные вентиляторы здесь не предусмотрено. Кстати, сверху вентиляционные отверстия прикрыты пылевым фильтром на магнитах, выполненным в цвет корпуса. На передней части шасси корпуса здесь есть отверстие для крепежа радиатора на 120, 240 или 360 мм. Но нужно учитывать дизайн передней панели, которая здесь позволяет разместить только в центре либо один вентилятор на 120, либо один на 200 мм. И поэтому я бы СЖО вообще на передней панели не использовал. В этом корпусе, по моему мнению, все сделано отлично как раз для использования с воздушным охлаждением. Центральная часть передней панели — это металлическая сетка с достаточно крупными ячейками, закрепленная на пластиковой рамке, и она съемная. Снизу держится в двух пазах, а сверху ее удерживает вот такая защелка. И это, как по мне, значительно упрощает для пользователя процесс чистки сетки от пыли. Рамка выполнена из толстого пластика, крепится на корпус на стандартные защелки. И будьте внимательны, их здесь по 4 штуки с каждой стороны. Внешние порты и кнопки расположены на верхней части шасси корпуса. Здесь имеется один разъем USB версии 3.0, пара разъемов USB версии 2.0, разделенные между собой аудиоразъемами для подключения наушников и микрофона. Левее находится кнопка включения, индикаторы питания системы и активности накопителей, а также кнопка LED, о которой я уже говорил ранее, и которая, кстати говоря, может быть кнопкой перезагрузки, если вы ее подсоедините в соответствующий разъем на материнке. И это будет отличным вариантом ее подключения, если подсветка вам будет не нужна, или вы настроили управление подсветкой через материнку. На задней панели видим 7 горизонтальных заглушек для видеокарты и периферии. Верхняя съемная, остальные придется выламывать. Имеется прижимная планка, закрепленная одним винтом с пластиковой накаткой. Окошко для установки блока питания находится внизу. Закрепить блок можно только вентилятором вниз. На нижней части корпуса расположены 4 круглых пластиковых ножки с мягкими вставками. Высота ножек 16 мм.
Небольшой пылевой фильтр под блоком питания имеется. Вентиляционные отверстия под ним крупные. Правее находится винт с накаткой, который удерживает съемную корзину для накопителей внутри корпуса. Но об этом более подробно поговорим немного позже. Левая боковая панель — это тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм. Его размеры 348 на 426 мм. Крепится на 4 винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Переходим к внутренней части корпуса. Блок питания закрыт кожухом. В нем сбоку вырезано демонстрационное окошко. Сверху имеется отверстие для кабель-менеджмента, и приятно, что здесь предусмотрено вот это отверстие, которое даст вам возможность красиво и аккуратно протянуть кабель до питания к видеокарте. Вот эти отверстия позволят здесь закрепить с внутренней части кожуха один 2,5 дюймовый накопитель. Расстояние от передней части шасси корпуса до начала крышки кожуха составляет 60 мм. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX, Micro ATX и ATX, и для их крепления в комплекте идут 9 стоек, 6 из которых уже вкручены на свои места, а еще 3 лежат в пакетике с дополнительным крепежом. Кстати говоря, центральная стойка имеет небольшой выступ, который вам поможет в момент установки в корпус материнки. За счет него она не будет ерзать внутри корпуса, пока вы ее не прикрутили хотя бы к одной стойке. Вот так выглядит комплект крепежа, который поставляется с этим корпусом. Для установки здесь видеокарты расстояние от края до края равно 345 мм. Кулер для процессора можно установить высотой до 160 мм включительно. Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено в среднем 20 мм свободного пространства. Правая боковая панель ровная, крепится на 2 винта с накаткой, оснащена небольшим выступом для облегчения демонтажа. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,5 мм. В месте установки блока питания предусмотрено 4 небольших демпфера. В таком положении корзины для накопителя имеем 180 мм пространства, чего должно хватить для установки большинства стандартных блоков питания длиной 140 мм. Корзину можно передвинуть ближе к передней панели, предварительно открутив снизу один винт с накаткой, о котором я упоминал ранее, и тем самым вы получите уже 210 мм свободного пространства. Если же корзина не будет использоваться, то ее можно спокойно убрать, и тогда свободного места здесь от края до края будет, как и для видеокарты, то есть 345 мм. Приятно, что корзина крепится к корпусу через 4 резиновые проставки, которые играют роль демпферов. Для владельцев 3,5 дюймовых накопителей это будет весьма актуально. Всего в корзину одновременно можно установить 2 3,5 дюймовых накопителя и один 2,5 дюймовый. Все отверстия в корпусе либо завальцованы, либо выполнены аккуратно и без острых граней. Выступов для крепления кабелей стяжками здесь предостаточно. Ну а перед тем, как вы увидите, как может выглядеть собранная система в данном корпусе, хочу показать вам блок питания, который я буду здесь использовать. Это Zalman серии Gigamax, модель ZM750 GV2. И как уже понятно по цифрам модели, его мощность составляет 750 Вт. Блок питания обладает бронзовой сертификацией 80+. Оборудован несъемными кабелями и позиционируется вендором в качестве надежного БП без излишеств за вполне вменяемый прайс. Данный блок располагает одной 12-вольтовой линией с предельной нагрузкой до 744 Вт. В конструкции применены тайваньские высокотемпературные конденсаторы. Также блок располагает всевозможными системами защиты. Активное охлаждение внутренности обеспечивает 120 мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. В сети на его младшего 650-ваттного брата есть обзор от ребят с сайта gesit.com. Они его разобрали, нагрузили и рассказали о всех нюансах. Поэтому, если вас интересует такая информация, то ссылочки на их обзор я оставлю в описании под видео. Кстати, длина блока 140 мм, то есть его можно легко установить в любую систему стандарт ATX. Так что если ищете для своей системы такого рода блок, то обратите свое внимание и на эту модель. Подводя итог, скажу, что по моему скромному мнению, 2E Gaming Turbo станет отличным вариантом как для бюджетных, так и среднебюджетных сборок, в которых не будут участвовать компоненты СЖО, так как здесь сразу из коробки уже установлен неплохой комплект вентиляторов и все отлично настроено на хороший продукт. Придраться могу разве что к тому, что нет дополнительного пылевого фильтра за передней панелью и что контроллер не умеет хоть маломальски управлять скоростью вращения вентиляторов. Но эти недостатки имеются и у более дорогих моделей корпусов, поэтому на них можно спокойно закрыть глаза, учитывая стоимость данного корпуса. Ну а по визуальной составляющей тут уж каждый сам для себя решит, нравится ли ему дизайн передней панели или нет. На этом у меня все. Актуальные цены на данный корпус найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения. С вами как всегда был Джейсон. До скорого!